Совсем недавно спортивные порталы всех стран бывшего Советского Союза буквально взорвала новость о том, что футболист из Узбекистана переходит в знаменитый европейский клуб «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро без учета бонусов. Это какая-то бешеная новость, в которую не сразу верится. И, конечно же, мы просто не могли не поделиться с вами этой прекрасной историей про молодого парня, который на глазах миллионов футбольных болельщиков исполняет свою мечту. С вами канал Азия Фильмс, канал, на котором мы рассказываем вам о людях не только из Азии, но и со всего мира. Спасибо, что вы присоединяетесь к нам, приятного просмотра, друзья. Абдукадир Хусанов, именно так зовут главного героя нашего сегодняшнего выпуска. Он является воспитанником узбекского клуба «Буниткор». Ранее молодой человек выступал в юношеской команде этого клуба в возрастной категории до 18 лет. В 2022 году футболист перешел в белорусский клуб «Энергетик БГУ» города Минска. В том же году дебютировал за команду. Абдукадир очень хорошо проявлял себя на поле и был результативным игроком. Поэтому уже в 2022 году молодой человек попал в список самых перспективных игроков мира по версии Международного центра спортивных исследований. Здесь можно только поаплодировать нацеленности и характеру футболиста из Узбекистана. Уже по итогу первого сезона Абдукадир стал серебряным призером высшей лиги и попал в символическую сборную чемпионата Белоруссии. В следующем 2023 году футболист попал в список самых перспективных игроков до 20 лет. Прекрасный результат для молодого парня. Уже в том же 2023 году узбекского футболиста заметили и заинтересовались французские специалисты из футбольного клуба «Ланса». Уже через месяц Абдукадир подписал официальный контракт с французским клубом на 4 года. В том же году он дебютировал за команду против знаменитого лондонского Арсенала в Лиге чемпионов УЕФА. По итогам 2023 года Абдукадир был признан лучшим молодым футболистом Узбекистана. Это невероятно. До того момента, как молодому человеку исполнилось 17 лет, он играл за юношескую сборную Узбекистана. Затем перешел в юношескую сборную до 19 лет. Далее Абдукадир играл за молодежную сборную команды Узбекистана. Далее был чемпионат Азии среди футболистов до 20 лет, где футболист отлично проявил себя против крупных зарубежных сборных. Далее был молодежный чемпионат мира по футболу, где футболист помог своей сборной завоевать путевку на молодежный чемпионат мира 2023 года. И в финале чемпионата мира стал победителем данного турнира вместе со своей сборной. На протяжении всех игр за молодежную сборную Узбекистана Абдукадир был ключевым игроком и участвовал во всех матчах турниров. За национальную сборную Узбекистана молодой человек дебютировал в том же 2023 году, где также хорошо проявлял себя в каждом матче. Интересный факт: Абдукадир Хусанов является сыном узбекского футболиста Хикмата Хашимова, который в свое время также выступал за национальную сборную Узбекистана. Сейчас Абдукадиру 20 лет. Он родился 29 февраля 2004 года в городе Ташкент. Рост игрока 186 сантиметров. Позиция на поле – защитник. Игровой номер – 25. Но недавно стало известно о том, что в Манчестер Сити у футболиста будет номер 45. Ожидается, что Манчестер Сити в ближайшее время официально объявит о трансфере Хусанова. Весь спортивный мир Узбекистана находится в предвкушении этого события. Также крупные информационные спортивные порталы пишут о том, что 20-летний футболист уже подписал контракт с английским Манчестер Сити, и что на том самом подписании присутствовал и главный тренер горожан Пеп Гвардиола, который лично был заинтересован в трансфере Хусанова. А вот что о своем коллеге рассказал узбекский полузащитник московского ЦСКА Аббасбек Файзулаев, цитата: «Уверен, что он потянет европейский уровень. Я знаю, какой он парень и на что способен. Он может заиграть в любом топ-клубе. Это самый быстрый игрок в Узбекистане», рассказывал Файзулаев.
Футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил недавно о том, что к талантливому футболисту из Узбекистана проявляют интерес ведущие мировые футбольные клубы, такие как Реал, Манчестер Сити, ПСЖ, Ньюкасл, Тоттенхэм, Байер и Боруссия Дортмунд. Напомним вам о том, что именно данный инсайдер всегда точно предсказывал будущее знаменитых футбольных игроков. Например, он раньше всех остальных предсказал будущее Килиана Мбаппе. Поэтому можно с уверенностью заявить о том, что Абдукадир только начинает свой звездный путь в мировом футболе. Кстати, стоит сказать о том, что Абдукадир перегнал своего отца в футбольной карьере, ведь он сыграл за сборную Узбекистана уже 20 матчей. Еще один интересный факт: отец игрока Хикмат Хашимов дал сыну не свою фамилию, а фамилию деда. Причина была не только в традиции, а в том, чтобы люди не говорили «играет благодаря отцу». Отец с самого рождения сына хотел, чтобы тот стал футболистом, но чтобы он сам прошел этот трудный путь. В 5 лет Хусанов в первый раз посетил футбольную секцию. Затем парень поступил в академию футбольного клуба «Буниткор», в котором его отец работал тренером. Еще один интересный факт: попасть в белорусский клуб Абдукадиру помог экс-игрок национальной сборной Казахстана Улугбек Асанбаев. Энергетик БГУ Улугбек привез не только Хусанова, но и Бабура Абдихоликова и Жасурбека Яхшибоева. Поначалу в белорусском клубе футболисту платили всего $100 в месяц. Расходы игрока оплачивал сам Асанбаев. Кстати, стоит сказать о том, что на молодого футболиста обращали свое внимание и российские футбольные клубы, такие как «Спартак», «Локомотив», «Сочи». Но он отказался от российских клубов в угоду сыграть в Европе. Когда игроку из Узбекистана поступило предложение от французского клуба «Ланс». Стоимость его трансфера оценивалась в 100 тысяч евро. Сейчас же его трансфер стоит 40 миллионов евро. Какие-то невероятные цифры, друзья. Прекрасная карьера молодого футболиста из Узбекистана. Хочется сказать о том, что Абдукадир Хусанов является мощным футболистом с атлетическим строением тела. Он способен разогнаться на поле до невероятных 37 км в час. При этом рост защитника сборной Узбекистана составляет 187 см, благодаря чему он с успехом может вести и верховые единоборства. Этот игрок умеет, так сказать, читать игру и владеть ситуацией на поле. Он умеет играть на опережение. В сети неуступчивого защитника уже начали сравнивать с Серхио Рамосом. В общем, в этом человеке заложены все главные качества настоящего спортсмена. Я думаю, что весь Узбекистан гордится своим земляком. Друзья, я надеюсь на то, что каждый из вас напишет свое мнение в комментариях под этим видео. Это очень важно. Хочется увидеть разные мнения. Обязательно поделитесь этим роликом с друзьями, пусть они также выскажут свое мнение после просмотра этого ролика. Чтобы больше никогда не пропускать наши свежие и интересные видео, обязательно подпишитесь на наш канал Азия Фильмс.